Всем привет! С вами Ладкор, и сегодня мы будем говорить с вами о бриджах PRS, а точнее именно о фиксированных или стоп-тейл бриджах. Вообще, вся фурнитура PRS это, наверное, самая лучшая фурнитура, которую я лично знаю, пробовал. И это не просто так. Начиная с 1985 года Пол Рид Смит радует нас замечательными инструментами. И в отличие, например, от Орвилля Гибсона, который делал вообще мандолины в 19 веке, начале 20-го, и в отличие от Лео Фендера, который на самом деле не умел даже и играть, и настраивать гитару, Пол Рид Смит является играющим музыкантом, он жив по сей день, и он, как вам объяснить, это гитары от музыканта музыкантам, и они просто доведены до идеала. И американская серия Core или Artist Package, Wood Library, Private Stock это, наверное, лучшее, что может быть. И вся фурнитура на этих гитарах, она лучшая. Уже почти за 40 лет Пол Рид Смит имели очень много разных видов тремоло, бриджей, стоп-тейл бриджей и так далее. И это целая эволюция разных бриджей. Я сегодня хотел бы поговорить именно о фиксированных бриджах, и их выделяют всего три типа основных. Это PRS Stop-Tail Bridge, это у меня вот в руках инструмент Custom, его еще называют One Piece Bridge. Второй тип это PRS Adjustable Bridge или отстраиваемый. Третий тип ставят только на серию Маккарти 594, это Two Piece Stop-Tail Bridge. Какие же основные отличия у этих бриджей? Ну, во-первых, отстройка этих бриджей. Если на Stop-Tail One Piece Bridge, как на этой гитаре, сзади находится всего два винтика, которые можно регулировать для отстройки мензуры. One Piece Stop-Tail Bridge PRS вы отстроили один раз под свой строй, например, ми или ми бемоль, и забыли об этом. Его не нужно много раз отстраивать, он наиболее стабильным будет. Adjustable Stop-Tail Bridge очень многие хотят иметь на своих гитарах, он стоит дороже, потому что там можно отстраивать просто каждую струну. Вы можете отрегулировать мензуру, как вам удобно, и это дает более гибкие настройки. На серии Маккарти 594, как на даблкатах и на синглкатах, вы можете видеть Two Piece Stop-Tail Bridge. По сути, это такая себе копия Les Paul, когда у вас есть тюноматик и есть основной бридж. Что он дает? Он дает возможность отстроить непосредственно угол, под которым звукосниматели будут снимать струну. То есть, если вы опустите Stop-Tail Bridge, вторую часть его, угол станет, например, более ровный, или наоборот, вы можете поднять его, он будет более косой. Это очень сильно влияет на звук. Не все слышат эту разницу, но многим это удобно. Плюс, конечно, все, кто привык к Les Paul и мензуре плюс-минус 24,5 дюйма, каким является инструмент Маккарти 594, это будет очень удобно перейти на этот инструмент, и он, конечно, будет намного лучше. Чем все же примечательны бриджи именно Пол Рид Смит и почему я их считаю самыми лучшими? Да, все просто. Если вы обращали внимание, раньше известные музыканты, такие как Гэри Мур, он играл на Гибсоне, но у него были струны одеты на бридж немножко необычным образом. Он вокруг бриджа их пропускал. Вот. И так делали очень многие музыканты. Кстати, кто знает, напишите мне в комментариях, какие музыканты также делали wrap-around, так называемый бридж на Гибсоне, то есть одевали наоборот. И таким образом струны проходили по бриджу поверх него, а не просто через него. Что это давало и дает? В общем-то, это дает больше сустейна. Это реально дает больше сустейна, потому что соприкосновение струн с бриджем больше площадь. То есть это все равно, что вы возьмете
ручку, постучите по ней, по столу. У вас будет одно давление и сустейн будет маленький. Если вы возьмете всю ладонь и хорошо приложите по столу, конечно, сустейн будет больше. Примерно так же это действует, только в микронах на бриджах PRS. Так вот, PRS изначально сделал такой бридж wraparound или One Piece, который уже имеет ложбиночки вот здесь вот, и струны проходят поверх бриджа. Это очень классно, инструмент звучит просто вот так вот. Те, у кого всего, например, одна гитара, конечно, им не будет очень удобно иметь Stoptail Bridge One Piece с двумя болтиками сзади для отстройки мензуры. Будет хотеться все-таки Adjustable, который имеет 6 седел, и каждую струну можно отстроить отдельно. И я вам скажу, что One Piece Stoptail Bridge все реже встречается. В основном PRS уже переходит на Adjustable, чтобы каждый мог отстроить каждую струну под себя. И таким образом инструмент становится более универсальным. Ну и Two Piece, он дает еще больше сустейна, потому что еще больше площадь соприкосновения с гитарой. И еще очень важный фактор, который Пол Рид Смит именно в Two Piece Bridge использовал, это то, что он сделал бридж основной, да и в общем-то и Stoptail встраиваемый, вкручиваемый прямо в деку. Это наподобие старых бриджей Les Paul 58-59 года. Они назывались ABR-1. И они вкручивались прямо в дерево. Это позволяет еще больше улучшить сустейн на гитаре. Также используется та же технология, в общем-то, и для One Piece и Adjustable Stoptail Bridge. Это Пол Рид Смит учел как бы все абсолютно плюсы гитарного производства и сделал вот такие вот бриджи. Поэтому гитары PRS лучше и звучат. Расскажите мне в комментариях, какой у вас бридж Stoptail, если у вас тремол, а также поделитесь своим мнением касательно, почему вы выбрали такой бридж на гитаре. Мне будет интересно почитать ваши комментарии. На этом все. Всем спасибо за внимание. Обязательно подписываемся на канал, ставим лайки. Всем пока.